Всем привет! Вот такую красоту и вкусноту мы сегодня с вами приготовим. Хачапури по-аджарски. Давайте готовить вместе еще один шедевр кавказской кухни. Я взяла из холодильника 150 мл холодного молока, добавила сюда 100 мл воды, кипяченой, горячей. Все, у меня молоко стало тепленькое слегка. Отправляю сюда дрожжи. Дрожжи у меня 7 грамм. Отправляю сюда сахар, 1,5 чайные ложки. Все это перемешиваю. Если вы не уверены в своих дрожжах, можете добавить вот так столовую ложку муки, перемешать и посмотреть, пойдет реакция или нет. Подождать несколько минут, буквально за 10 минут будет видно, да, что образовывается шапочка, значит дрожжи хорошие, можно ими работать, как бы опару сделать. Ну, я не проверяю, я знаю, что эти дрожжи у меня сегодня хорошие, поэтому я проверять не буду. В общем, теперь я в миску насыпаю муку. Муку, как всегда, не всю норму, а большую ее часть сейчас отправлю сюда в миску. Так, я отправляю пока 300 грамм муки сюда. Сюда же отправляю 1,5 чайной ложки соли и примерно 400 грамм муки. Но мука у всех разная, поэтому у всех все по-разному получается. Ну, плюс-минус 50 грамм туда-сюда. Так, муку с солью размешала. И, как я сказала, я не буду сегодня проверять дрожжи, они у меня точно свежие, хорошие. Отправляю это сюда, к муке. И буду замешивать тесто, только еще добавлю сюда примерно пару столовых ложек растительного масла. Масло без запаха, рафинированное. И замешиваю тесто. Пока лопаточкой, а потом буду вымешивать руками. Можно добавить вместо смеси молока и воды только молоко или только воду. Ну, мне так больше нравится. Когда примерно пополам или чуть больше одного, чуть больше, чуть меньше другого, но чтобы они присутствовали тот и другой вкус. Тесто я мешу руками, без всяких перчаток. Я мешу его дома для своих родных. Никаких перчаток. Тесто должно почувствовать тепло рук готовящего. И перекладываю теперь на стол и буду домешивать на столе, добавляя понемногу муку. Тесто забивать мукой не буду. Лучше потом подпылить. Потому что потом уже исправить тесто, забитое мукой, очень сложно. Вот такое тесто у нас получилось. Все, отправляю обратно в эту же миску. Налила немного сюда растительного масла. Накрою, уберу в теплое место и пускай поднимается. Начинки я взяла сыр, и меретинского сыра у меня нет. Я его заменила адыгейским. Конечно, в идеале меретинский, но не везде его найдешь. Также у меня здесь сулугуни и немного солененького сыра, брынзы соленый. Вот, эти все сыры надо натереть. Адыгейского у меня тут 400 грамм, 350 грамм сулугуни и грамм 50-70 солененького. Но соленый я буду добавлять и пробовать на вкус, чтобы начинка была вкусной. Это зависит от того, какого вкуса у вас насколько соленые у вас эти сыры. Адыгейский сыр можно прям так вот раскрошить, а сулугуни натру на терке. И еще я добавлю вот шарик моцареллы. Сколько тут? 125 грамм написано. Его тоже сюда отправлю. Чем больше сыра, тем вкуснее начинка будет в нашем хачапури, тем вкуснее будет хачапури. Сыр здесь никогда не лишний.
Эти сыры я руками размяла, а сулугуни натираю на терке. Ну, если нет моцареллы, моцареллу можете не класть. Какие вот есть у вас из таких сыров, такие кладите и пробуйте, чтобы вам было вкусно. Теперь все эти сыры я перемешаю и понемногу буду добавлять соленую брынзу. В принципе, у меня вот весь этот кусочек и уйдет. Все, и еще раз перемешиваю. И добавлю еще в начинку для сочности примерно 3 столовые ложечки сливок. У меня 20%. Если нет сливок, можно молоко пожирнее. И примерно 1,5 столовые ложки муки. И все, перемешаю. Все, наша начинка готова. Прошло 1,5 часа, наше тесто уже поднялось. Я его за эти 1,5 часа один раз обмяла где-то через час. И еще вот полчаса прошло, тесто еще поднялось. Невесомое. Теперь разделю наше тесто на 4 части. Примерно одинаковые. Сделаем сегодня 4 лодочки. Вот так. Сюда, чтобы не мешали пока. Это тесто обратно накрою полотенцем, чтобы не заветривалось. А это начинаем раскатывать. Раскатывать буду немного вытянутую форму, овал, чтобы наши лодочки были красивыми. Каждый кусочек у меня получился примерно 160 грамм. Ну, это так, чтобы вы в размерах ориентировались, в пропорциях. Вот так я раскатала тесто. Сколько получилось? По этим краям. 27 сантиметров в длину, в общем. А в ширину это у нас 15. Ну, это не важно, какую вам форму. Это я просто так примерно, чтобы вы размеры знали. И вот так слегка уберу, слегка стряхну лишнюю муку и отправляю сразу на противень, застеленный пергаментом. На этом этапе можно включить духовку. Я включаю на 190 градусов, пускай разогревается. И второй также овал я раскатала и отправляю сюда же. Теперь я вам покажу, сейчас я это в сторонку уберу, чтобы вам показать, что я делаю дальше. Посмотрите. Примерно на 4 части я делю начинку вот так и выкладываю по 1/4 на каждую, на каждый овал. Я уже сказала, да, чем больше сыра, тем вкуснее будут ваши хачапури. И тем сочнее. Так, теперь надо по всему этому полукругу распределить начинку. Вот так. До краюшков я не дохожу. Вот так даже чуть уберу. Вот так разравниваю. И теперь самое интересное. Надо нам свернуть из этих лепешечек, сделать лодочки. Я это делаю вот так. Стремимся к центру. Вот эти краешки вот так подгибаю. И вот так. Сейчас мы их соберем, а потом будем подравнивать уже.
И также эту сторону. Так, вот здесь можно добавить чуть-чуть, чтобы не был пустой угол. И вот так. А теперь выравниваем, чтобы у нас были красивые хачапури. Вот тут кончики я защипываю слегка. Вот так, чтобы они не разошлись потом при выпечке. И также эту сторону. Раз, раз, раз. Вот так. Все, и наводим вот так красоту. Вот так теперь эти краюшки я прижимаю чуть-чуть к начинке. Все, вот так. Подправить можно начинку, где кажется вам больше получилось, где меньше. Все, первый готов. То же самое проделываю со вторым. Также выложила всю начинку, распределила по всему овалу и опять закрываю. Вот так. И также вторую часть нахлестом вот тут на краю на эту. И вот так закрываю. Так. Это тесто постояло уже подольше, пока раскатывала это. Эта часть уже, первый овал уже даже слегка поднялся. Теперь наводим красоту, защипываем края. А вот эти края подгинаю чуть-чуть, подгибаю внутрь. Некоторые, я знаю, что закручивают края, прям туда начинку кладут, некоторые вообще без начинки. Мне больше всего нравится вот такой вариант. Все. И то же самое проделываем со следующими двумя лодочками будущими. Двумя кусочками теста. Где некрасиво, подровняйте. Где не нравится вам что-то, подровняйте. Я положу пока в сторонку. Накрою теперь их. Пусть немного отдохнут, пока духовка хорошенько тоже разогреется. Что-то очень быстро я их завернула. Духовка еще, я думаю, достаточно не разогрелась. И буду следующие два делать пока. Даже мука не нужна, в принципе. Тесто не липкое. Отлично. И последний овал раскатала. И сюда отправляю. Точно так же теперь буду сюда класть начинку и формировать наши лодочки. Сразу уже выложу всю начинку на обе. Разравниваю. И опять формирую лодочку. Раз. Где начинку не довела, ее чуть-чуть довожу, чтобы было красиво и равномерно. Вот так.
И все то же самое. И вторая партия готова. Все, эти немножко, первая партия отдохнули, минут 5 постояли, пока я вот эти все месила вторую партию, и отправляю их в духовку. А эти пока накрою полотенцем, пусть ждут своей очереди. Это просто завораживающее зрелище. Чуть-чуть вам сниму. Пеклись они примерно 30 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Посмотрите, наша красота уже готова. Видно? Буду показывать. Вот, видно? Теперь отделяю желтки от белков. И вот сюда, в центр каждой лодочки, можно вот так слегка вот эту красоту в сторонку сместить. И сюда отправляем желточек. И также вторую. Аккуратненько, чтобы не повредить желток. И здесь слегка в сторонку, в стороны раздвигаю сыр. И еще на пару минут в духовку. Все готово. Посмотрите, как это красиво. Сейчас я камеру возьму, поближе вам покажу. Какая тут красота. Вот они, красавцы наши. Вот с этой стороны тоже. Разве это не красота? А как это вкусно, вы, наверное, догадываетесь тоже. Ну и как вы понимаете, есть надо это горячим. Я отправила вторую партию в духовку, а это хочу вам показать. Вот они чуть полежали, пока слегка подостыли. И уже сразу стали, тесто стало помягче, мягкое. Не как сразу, когда с духовки достаешь. И что делаем дальше? Отрываем вот этот хвостик. И вот сюда макаем с яйцом, с сыром. Аромат стоит. Какая-то вкуснятина. Наверное, все знаете. Ой, я забыла. Добавляем сюда кусочек масла. Чуть не забыла добавить вкуса. И сюда сразу тоже. И теперь все вместе это разминаем. Это не просто вкусно, это очень-очень вкусно. Тесто хорошо пропеклось, мягкое, воздушное, очень вкусное. И соли в нем достаточно, и сахар, естественно, не чувствуется. Вот как надо. Тесто получилось. И сыр, сочетание этих сыров очень удачное. Попробуйте, вам понравится. Остановиться невозможно. Я не знаю, вам видно там, как вот оно, какое это все тут тягучее, вкусное. Думаю, видно. Кстати, как всегда, сзади я забыла показать. Сейчас поближе подойду. Вот, посмотрите. С нижней стороны тесто тоже отлично пропеклось. Ну, очень вкусно. В общем, я с вами на сегодня прощаюсь. Сами понимаете, есть надо пока горячее. Вторая партия сейчас тоже уже подойдет.
Всем большое спасибо за подписку. Тем, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, пишите комментарии. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.